Так, с чего начнем наш ремонт? Как такое может быть? Это ж очень дорого. Белые стены — это прям must have. Какая цена, такое качество? Двери подешевле, двери подороже. Гарри Поттер и волшебная палка. Черный туалет Жуть, точно да? не. Жуть ужасно. Еще золотой унитаз я не нашла. Пошел лакшери вариант. Даже Влад со своими плечами туда влез. А на втором этаже мы хотим 2 умывальника, да, поставить? Опять мы. Ты вот как тебе больше нравится? Я не знаю, я этот момент прощелкал, когда я очень сильно хочу 2 умывальника. Вот это я как- Всем привет, меня зовут Джейн, и в этом видео мы с мужем поедем в Леруа Мерлен, потому что не за горизонтом у нас покупка дома в Польше и большой ремонт. Поэтому сами приценимся, посмотрим, что почем продается, какое разнообразие, и покажем вам. Приятного просмотра. Прямо на входе в Леруа Мерлен мы увидели, посмотрите, что... То, что будет находиться в нашем доме, помпа Чепла. А ну-ка, Влад, встань рядом, сравним с тобой. Просто для сравнения, Влад и помпа Чепла. Мы что-то не думали, что она такая большая, правда? Может быть, там другая какая-то будет, я не знаю. Ну да, ну мы вот. просто вообще не знали, как она выглядит. Цена 7000 злотых и 3500 злотых монтаж ее. Это 7 киловатт. Какая у нас будет, мы не знаем. Да, ну вот она такая большая. А здесь рядом уже, видите, полностью новогодняя декорация, камин. Я Владу говорю, что хочу вот что-то похожее, камин такой нам в дом. Либо такой, либо биокамин, где будет живой огонь. Но биокамин просто не так долго горит. Здесь тоже каминчики есть, сейчас покажу. Вот такие. Ну вот, есть за 1500, получается, камин. А там был самый дорогой за 3000. Я, правда, забыла микрофон взять, поэтому со звуком будет как будет. Посмотрите, какая красота здесь просто. Класс. Все новогоднее. Круто. Аж новогоднее настроение поднимается. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. Итак, с чего начнем наш ремонт? С плитки, с покраски стен. С чего? Влад, что первое? Наверное, уже сами там мебель, это уже потом покажем. В конце. Нам посмотреть самое важное, я думаю, это пол. Что мы будем на пол делать? Мы не можем так определиться, учитывая, что пол теплый, не хочется наложить каких-то материалов, которые перекроют просто вот это вот тепло, которое будет подогреваться. Ну да. Не будет просто смысла. Ну да. Мы пол хотим, думали долго какой, на первом этаже хотим сделать один пол полностью, без, чтобы не было никаких между помещениями на первом этаже, чтобы не было никаких швов, полностью один единый пол и не плитка, хотя мы изначально думали плитка, не плитка, а называется как-то мелкий цемент, что ли. Вот Влад меня поправил, микроцемент. Мы видели такой пол вживую в одном доме, нам понравилось. Он делал, особенно если будет теплый пол, вообще будет круто смотреться. Так что, хотя он дорогой. Сколько, Влад, ты узнавал примерно квадратный метр стоит? Мы смотрели, цены разные были, но получается там работа плюс материал в районе 100 евро. Дорого, За квадратный очень дорого. метр. Да, ну может быть, это мы так смотрели, мы не обращались, может быть, кого-то Ну. найдем, кто мог дешевле. Так что у кого дома микроцемент, или кто может быть в курсе, как он себя вообще в быту ведет, то, пожалуйста, напишите в комментариях, потому что мы очень загорелись микроцементом, хотим на первом этаже полностью и прихожая, и зал, и душевая, туалет, все сделать в микроцементе. Ну вот, например, плитка на пол. Давай покажем цены. Так, получается
разные абсолютно цены. 130 злотых за метр квадратный, например, вот такая вот под дерево. Это будет такая рельефная, по-моему, да, уже не, Да. не гладкая. Прикольно. Ну, Ну, хотя это она, куда-нибудь типа как, знаешь, я не знаю. она может, тебе дешевле. подскользнуться, может быть. она такое. дешевле, видишь, 80 злотых за квадратный метр. То есть цены абсолютно вообще разные. Вот, есть даже за 50 злотых квадратный метр. Мне нравится серый цвет. Но вот микроцемент, если мы будем делать в сером цвете. А уже, например, если на втором этаже коридор, там комнаты, спальни, то вот, конечно, уже будет коричневый такой под дерево что-то. Не плитка, ламинат. Ну, сейчас покажем еще, что здесь есть. Смотрите, какая интересная плитка. Это, кстати, плитка не только для пола, но и для стен. 90 злотых за квадратный метр. Черная плитка глянцевая. Боже, никогда в жизни бы не купила черную глянцевую плитку. Как же? У нас здесь душевая кабина черная в этой квартире, где мы снимаем. И там черный пол. И как же тут все прилипает. 155 злотых за метр квадратный. Как все видно. Пылинка даже малейшая. Все видно. Короче, черная точно нет. Плитка подороже уже идет. 160 злотых за квадратный метр. Мне вот это мне нравится. Такой цвет какой-то красивый. Тебе такое нравится, да? Ну, она не очень приятная, если честно. Так Неприятная? Ну, как 160 злотых за квадратный метр. Ну да. Такая, как Она сухая такая, такая, да, хочется как будто неприятная, да. короче. Такая, Но чисто расцветка, смотрите, какая, да? Поржавела как будто. 120 злотых. Ну, я скажу, не сильно дороже от той. Нет, не сильно. Нормальные цены. Вот такая простая серая плитка, но она немножко рельефная. Мне она нравится. 60 злотых за квадратный метр. Например, душевую сделать. Смотрится симпатично. Стены в душевой, к примеру. С нас, конечно, многие смеются, думают, вы еще не купили жилье, зачем вы смотрите и придумываете уже, какой ремонт будет. Но мы таким образом приближаем нашу мечту, да, к нам. Притягиваем ее. Мы уже реально там живем, мы уже представляем, где что как будет находиться. Не знаю, возможно, это неправильно, а возможно и правильно, но это наш такой метод, да, приблизить нашу мечту и чтобы она осуществилась. Поэтому смотрим. Плитка на стену. Если честно, мне здесь большинство не нравится. Но вот цены. Твоя любимая. С цветочками. Причем цена, слушай, 150 злотых за метр квадратный, что-то за метр, да? Нет, за штуку. Нет. За штуку написано. Штука, да. Золотых штука. Как такое может быть? Это ж очень дорого. Но она такая рифленая, ну просто Вот цвет скажите, на что это? Это любителя. одна штучка 150 злотых? Да. Ну, так она небольшая же, одна плиточка. Как-то так очень. А здесь, видите, за квадратный метр, например. А выше опять за штуку. Как-то странно. Одни так плитки пишут, одни так. Вот тоже белая, например, за штуку. Ну вот скажите, кто любит такой стиль, чтобы на стене плитка была вот с рисунком, цветочки всякие? Я не очень, например, такое люблю. Я люблю такое, минимализм. Раньше было модно просто так Ну, делали, модно, а сейчас, да. как бы, мне кажется, что особо не... Вот я люблю что-то такое без цветов, без рисунков, однотонное, оно смотрится максимально круто. Вот, например, с таким рельефом тоже. Но главное, чтобы однотонное было. Это, кстати, классное. Но 200 злотых за метр квадратный, ну. А вот это 189 за метр квадратный. Вот смотрите, здесь, например, краски для, мы как понимаем, для фасада. Именно дома нам это не надо, но просто сниму, может, кому-то будет актуально. 220 злотых за штуку, то есть за ведро. А в ведре 10 литров. Вот уже краска для именно внутренней отделки. 96 злотых за штуку, за ведро. В ведре 3 литра. Нет, это цена вот эта. Снизу. А, снизу? Цена, да, это 96 за 10 литров. А, за 10 литров, да. 9, получается, примерно 9,5 злотых за литр. Смотрите, а вот здесь, например, краска за литр получается 18, почти 19 злотых, то есть за 10 литров 190 злотых.
Вот такая краска. Белая матовая написано. Вот. Ну, видно, это от фирмы зависит, не знаю. А есть фирма Deluxe еще, видите? А тут идет 17,5 злотых за литр. Вот скажите, какая фирма, может, вы знаете, подскажете нам заодно. Магнат, Deluxe, тут разные фирмы есть. Снежка. Смотрите, есть такая штука классная, когда ты выбираешь краску для стен и не можешь определиться, потому что то, что нарисовано, какой цвет будет на самой упаковке, это одно, а как в жизни будет, это другое. Поэтому здесь продаются такие тестеры, где можно взять цвет, несколько цветов и уже дома протестировать. Вот, видите, стоит 6 злотых, вот такой тестер. Давай любой достанем сейчас. Вот, ну. Оп, я уже все. Вот здесь такой маленький валик. И все, можно дома покрасить часть стены, посмотреть, когда высохнет, как оно будет смотреться. Мне кажется, очень классная идея. Я такое нигде не встречала. Если реально муж идея хочет очень один классная. цвет, жена хочет другой цвет, чтобы не Да. разругаться, купаем. Да. Мы, наверное, этим и будем пользоваться, когда будем цвет краски выбирать, я думаю. Видите, здесь очень много, вот, разные цвета. 6 злотых вообще супер, можно взять сразу несколько. Вот здесь показаны цвета. Мне, например, мы бы хотели в зале, вот на первом этаже точно, белые стены нейтральные, ну не прямо белоснежные, но возможно там с чуть-чуть молочным оттенком. Вот какие-то вот такие, наверное. Может быть чуть-чуть вот с желтеньким, вот такие. Вот тоже симпатичные. То есть никаких цветов. Единственное, вот это вот в зале стена, где будет телевизор висеть, как-то ее надо сделать акцентной. Вот ее можно уже там в другой цвет покрасить или что-то такое. Но вообще белые стены это прям must have. Их и удобно мыть. И вообще не надоедает цвет, потому что покрасить, например, стену в фиолетовый там или в зеленый, потом это надоест через пару лет и придется перекрашивать. А белый всегда актуальный. Lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo, yeah. No solo quiero pa' eso, yeah. No solamente pa' el sexo, yeah. Lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo, yeah. Estoy loco de tus besos, yeah. Baby, por ti es que rezo, yeah. No sé si soy invisible, pero... Влад нашел офигенный ламинат. Цена Это ламинат? приятная, да, это ламинат. И тут так, оп. Ну какая цена, такое качество ламината. Ну Поэтому... да, за квадратный метр 25 злотых под цвет камня. Но оно видно, что, видите, тут и тут повздувалось. Понятное дело, что это на витрине, и оно... Но вот так пройдет пару лет и будет такое же. Короче, надо выбирать не самое дешевое, не самое дорогое, вот по среднему. Ну вот ламинат мы нашли. Так, здесь цена 45 злотых за метр квадратный. Ну вот такой вот в спальне поставить, например. Вот 90 злотых. Ну это елочкой. Мне елочкой вот, кстати, как-то симпатичнее Елочка смотрится. лучше, да, только работа дороже. Ну, мне симпатичнее тоже, когда елочка, укладка идет. А то если так, оно как плитка смотрится, укладка. Ну, каждому свое. Вот, я не знаю, мы в спальнях, наверное, ламинат поставим, да? Ну, наверное. Либо, значит, может, ковролин кинем, там снимем Ну, ковролин, пока ну, будем да. там заселяться. Не, ну или первое где-нибудь, время, да, возможно, кинем ковролин, посмотрим. Но потом в дальнейшем, конечно, будет ламинат, скорее всего. Ну, приятный на ощупь. Этот 85 злотых за квадратный метр. Вот есть более темный. Кстати, темный тоже смотрится, смотрите, круто. 80 злотых за квадратный метр. Ну, симпатично смотрится. Вот серый ламинат. Мне нравится серый, кстати. Темный. Ты не узнаешь его? Это тот, в котором мы Это именно сейчас. тот, в котором мы живем Мы сейчас. живем да. сейчас точно такой же. 70 злотых за квадратный метр. Теперь мы знаем. Но, Ну, если честно, мы скажем, что мы что-то роняем, если сразу сколы, сразу. И плюс темное, и оно сразу видно. Так что так он приятный, но именно сколы сразу видны, даже если что-то легкое уронить. Вот ламинат подороже, 200 злотых за квадратный метр. Здесь Но это настоящая доска. есть, доска, дерево, ну-ка. Он даже запах имеет такой. Ну да. Здесь уже, наверное, сколы не будут, если что-то упадет. Не,
такие деревянные рейки в последнее время были, я бы даже сказала слово «были», очень популярны. Особенно, например, стена, где телевизор висит, вот такие вставляли декоративные речки. Я тоже хотела до последнего момента вот себе такие поставить, ну, у нас в зале. Но в последний момент, вот что-то в последнее время я передумала. Уже они отходят от моды, их ставят каждый второй, эти рейки. Сколько они стоят? 1059 за штуку. 1059 за что? это- За штуку? Ну, наверное, кассета общая, не знаю. Это... подожди, это Это не именно то. Вот это именно держатель книги. Это просто для То есть декор... Вот это вот А. дверка, видишь, вот эта вот металлическая конструкция сама по себе, которая крепит уже эти досочки, это ее цена. Металлическая конструкция, да, которая Да. крепит А досточки. сюда уже входят вот двери, вот то, что мы видим. М. Другом. Короче, мы нашли рейки, Вот 70 она, злотых за штуку. Это акция сейчас, а так вообще Ну, очень 130 хорошая цена. злотых за штуку. А штука это вот такая вот штучка, в которой 5 речек, и они лежат на такой мягкой подложке, как, я не знаю, это как... Ну да, такое ватное. Но я скажу, 70 ты берешь раз, два, три, 4, это тебе выходит 300 злотых. Ну, это цена. просто сейчас И у акция тебя хорошая. метр на длину, Да. ну, то есть больше не делают. Я считаю, это очень хорошая цена. Видите, эти речки есть и в золотом, и в серебряном варианте. Черные и под дерево. Разные есть. Более широкие и более тонкие. Не надо даже не прибивать ничего. Что? Клей специально для этого. Наклей? Так как здесь, да, задняя часть, она такая мягкая, А, я не могу вот поднять, такие. она войлок такой. Эти вообще как Получается. металлические, как будто. Это, наверное, пластик, Вот да? эти прикольно смотрятся тоже, белые. 150 злотых за штуку. Вот смотрите, плинтуса, примерные цены. Давай посмотрим. У нас получается 84 злотых за штуку. А штука у нас по длине идет... сколько по длине штука? 10, 60. 2,50 будет, наверное. Но их 3 штучки здесь. Вот это будет 83 злотых, одна упаковка, а в ней 3 штучки, видите? Вот, например, вот. Но Владу нравятся вот такие вот плинтуса широкие, а мне нравятся вот такие плинтуса мини. Вот такие мини-плинтуса. Вот я бы хотела мини. Они, видите? Вот совсем тоненькие вот такие. Ну, посмотрим, какие поставим. Что они по цене? 45 злотых. Они дешевле стоят. По цене 45 злотых и тоже идут в наборе... Нет, в наборе идут 2,5 даже штучки. Вот. Ну что, интересно вам? Мы плавно перешли к дверям межкомнатным. Посмотрим, почем. Сверху ставишь такую? Нашли съездные двери Да. И всё, без вообще направляющих рельс снизу на полу. закрыто. Только сверху. Только сверху рельсы, да? Да, вот. Вот так вот Ну, а выглядит. полотно меняешь, там, открутил Цена любое 330 злотых. Это уже с вообще. рельсиной? Это само за полотно, плюс... А, за полотно чисто. Плюс, наверное, ничего, потому что вот здесь вот было написано, что в эту цену вот входило Ага. в комплекте. 670 злотых стеклянная. Но стеклянная тоже симпатичная. Ну да. Мы просто Зеркальная съездные что-то. двери хотим Вот на нижнюю для комнату комнаты как на раз, первом да. этаже. Мы все-таки решили делать на первом этаже комнату. Решили делать комнату, и эта комната, скорее всего, будет наша, чтобы всех детей на второй этаж отправить, а мы на первом. Вот, поэтому смотрим себе съездные двери, чтобы не занимать пространство, так как рядом будет дверь в прихожую, дверь там в душевую, и вот эти вот двери все на кучу будут неудобно открывать. Ну и чтобы не съедалось пространство. Такие съездные, кстати, симпатично. Я боялась, что съездные двери вот с этими рельсами снизу, да, и их постоянно надо мыть, там пыль собирается, меня это всегда раздражало. Поэтому здесь, конечно, круто, что есть двери без этих рельс. Вот, посмотрите, классические белые межкомнатные двери. Цены 430 злотых, 388 вот злотых,
Это чисто полотно, я так Да, понимаю. это нужно понимать, что это именно полотно. Да, Без петлей, петель, без ничего. без ручки, без Да, там, да. замочка. То есть Вот я здесь думаю, что тут цена 380. еще будет, ну, я думаю, минимум 1000. Ну, в общем, я минимум. смотрю по ценам, примерно получается 350, от 350 до 400, там, 50 злотых двери. Примерно вот средняя цена Ну, это 400 вот эти злотых. Вот из дешевых, ты имеешь в Да, виду? да, да, из Подороже этих. будет, Вот ну. есть с этой стороны идут подороже. Тут идут уже за 600, за 500 злотых двери. Ну да. Так визуально они, да, кажется, ничем не отличаются. Двери подешевле, двери подороже. Но, видно, тут дело в качестве. В качестве, да, и в долговечности. Ну вот дверь подороже. Ну, вот мне нравится такими, тебе не нравится? Хотя Приятно. говорят, что сейчас типа, ну, не модно, это не интересно. Не знаю, у нас только в квартире Ну, предыдущей были довольно такие. неплохо, мне кажется. Так, теперь посмотрим подешевле, просто на ощупь. Слушайте, я, если честно, не знаю. Не ощущаю разницу никакую. Ну, может быть, чуть-чуть здесь такое более тонкое покрытие, мне кажется. Здесь более толстое покрытие. Я скажу, здесь тоже, честно говоря, тонковато. Да, здесь более, ну, здесь Грубо. вот эти вот, видите, углы, они не просвечиваются, а вот здесь я смотрю, что углы, видите, они прямо вот, вы видите полоску, просвечиваются. Ну да, вот и разница. Ну вот я бы хотела, например, межкомнатные двери, чтобы были, ну, возможно, с какими-то вот такими декоративными вставками из стекла. Но если, например, двери скрытые, то там, конечно, это не очень смотрелось бы. Там надо однотонные, чисто белые двери. Смотрим. Скрытые двери, конечно, стоят, наверное, еще ого-го сколько. Коричневые двери. Вот, смотрите, все уже пооблазило тут. Видно сразу такое тонкое покрытие. Кто-то, видно, проверял, насколько толстое покрытие. Но мы точно не хотим коричневые, да? Ну, У нас, нет, мы наверное, хотим- белые. Все да. в белом, в классическом стиле. Белое Да, мы можно... хотим ремонт в таком все в белом, светлом стиле, пол, светлые двери, все в таком светлом. Поэтому коричневый пол, коричневые двери мы даже не рассматриваем. Пришли к входным дверям. Нам входная дверь, слава богу, не нужна. У нас там стоит классная входная дверь. Нам она очень нравится. Поэтому нам не надо, но я вам покажу просто почем. Вдруг вам будет интересно. Вот, например, белая. 1400 злотых. Это опять же только полотно, я так понимаю, без... Да. Вот самая простая. 1600. Она даже типа металл, но не металл. Короче, что-то непонятное. Монтаж двери 720 злотых. 720. Нормально. Мгм. Еще $200 почти за монтаж. Вот мне нравятся двери входные вот с такими стеклянными вставками. И наша дверь, которая там, она с такой вставкой, правда, она декоративная. Там фальшь, да. С той обратной стороны ничего не видно, я бы хотела настоящую, но ладно, как есть. Может, со временем мы захотим, поменяем дверь входную, это не проблема. Захотел, поменял. Вот. Здесь тоже такие вставки стеклянные. Мне нравится, потому что просто, когда дверь такая, она смотрится не очень. Вот дверь, которую ты хотела. Это не фальшь? Дверь, Нет, это которая... хорошая дверка. 4500 злотых. Не, ну она смотрится классно, конечно. А ну-ка. И с внутренней стороны видно, да? Да, у нее и такое оплетка. А я не вижу там ничего. А, нет, видно, если Затемнено. затемнено. Ну да, там что-то видно, просто что надо присматриваться. Ну, вообще прикольно. А с внешней стороны ты не видишь, что находится в доме. Прикольно. Ну и как зеркало. Такой вышел из дома, забыла посмотреться в зеркало. Уже дверь закрыла, возвращаться не хочется. И такая, хоп, посмотрелась и пошла. А вот смотрите, такие мягкие, обычно при кровати ставят на стену. В детских часто. Вот видите, такие вот здесь примеры нарисованы. Для активных деток, чтобы головы не Да. поразбивали. Ну, прикольно вообще. Просто, что потом, вот, например, как... Это же надо ухаживать за этим. Вот если ребенку поставить, да он же запачкает же это на второй день. Мне кажется, ну, не знаю. По, наверное, безопасности круто, конечно, симпатично, но ухаживать придется очень, если дети маленькие. Этот Гарри Поттер. Гарри Поттер и волшебная палка. Шах. Дальнобойщик и волшебная палочка.
Мы такую палочку, кстати, покупали в Лерое, чтобы Диме в Да. шкафу поставить для вешалок. Да. Не было у нас. Такие разные палочки. А вот, кстати, наша лесенка, которая будет на 3-й этаж выходить. Со 2-го на 3-й третий кто-то этаж. спрашивал, где лестница или как она будет выглядеть. Вот так, она. вот так будет Вот ее цена, выглядеть. 100 евро, она и у нас так стоит тоже. Лестница Даже на меньше поддаж. 370 злотых за лестницу. Ну, это Без самое, это монтажа. ставить. Нет, ну а что там монтировать его? А здесь, смотри, есть за 600 злотых Ну, я думаю, за что будет лестницу. помощнее сами Это досочки, будет вот эти вот помощнее. хорошие. Да, более Я толстые думаю, что ступеньки. если нам будем на 3-й этаж прям, ну, жилой делать, надо будет менять. А нам надо будет подороже, потому что ты тяжелый, ты как встанешь на ступеньку, то она поломается. Так, тут для ванны, уже для душа всякие смесители, крепежи. Это какой-то для меня кошмарный кошмар. Но вот всякие баночки для ванны, это уже моя Мы дойдем до сфера. зеркал, когда сколько мы будем выбирать времени. Зеркала. Ну, зеркало мы однозначно хотим с подсветкой в ванную. Самое главное отметить, что мы хотим. Мы. Я вообще мечтаю, но мы хотим. Просто. И большое, чтобы было. И чтобы было большое. Ну вот, вот такие вот средние зеркала, вот цена 500-600 злотых за зеркало. Зеркала разные, но в среднем там 60 на 80, 60 на 100 сантиметров. Короче, еще одна штука. У нас на первом этаже, кто не помнит, я здесь прикреплю видео, санузел есть и на первом, и втором. На втором у нас большой санузел, там и ванная поместится, и все, и душ даже, но мы душ там ставить не будем. А на первом этаже только туалет, по идее, по плану должен помещаться. И туалет, гигиенический душ и маленькая раковина, чтобы прийти с улицы, помыть руки. Влад хочет туда поместить душ, так как мы делаем на первом этаже, решили делать комнату, и в ней мы будем жить, то нам нужен какой-то санузел, да, на первом этаже, чтобы мыться. Влад уже просто представляет, что мы с ним старенькие, бабушка, дедушка. Мы на второй этаж не сможем подниматься, коленки болеть будут. Будем жить на первом этаже, и нам надо, чтобы и душ был на первом этаже тогда, чтобы нам не подниматься, мыться на второй этаж. Мы, конечно, еще не бабушка, дедушка, но Влад думает вот так, на максимально 50 лет вперед. Поэтому он уверен, что получится вместить душ туда, в кабину, ну, не в кабину, в маленькое наше это помещение, а оно там 2 квадратных метра, наверное, идет. Вот, и туалет, и маленькую даже раковину. Он мне рисовал, чертил. Я, конечно, мало сомневаюсь, что получится, потому что будет очень тесно. Но он в это верит. Ты нашел свой трон? Черный туалет, боже мой. В черном домике черный Не, туалет. черный туалет Жуть, точно да? не. Жуть ужасно. Ты что, представляешь, ты Не-не-не. что-то моешь, оно будет такое драпаться. Да, кошмар. Ну Не. да. И он какой-то, слушай, он Он дороже, как чем есть, обычный да, он- белый. это туалет Бабы Яги. Ну, вот белые туалеты симпатичные. У нас будет вот такой вот написано. Ой, смотри, какой красивый, Влад. Вот с такими, Кстати, я смотрю, Вот с недорогие. такими вот, Мне вообще видишь? не нравится. вот с этими это такой тебе прикольно. нравится? Необычный, не вот так вот обычный, а вот с такими штуками. Ну, правда, Чтобы ну биться, скажите, чтоб тут ну, в ты можешь- комментариях, ну красиво же. Вот, смотрите, вот такой необычный. Я люблю, когда необычно, не вот так вот стандартные унитазы. Просто мальчики подходят близко к туалету для своих нужд, поэтому вам, конечно, не надо. Но здесь нужно же много Не, ну поставить. симпотно удобно. смотрится. 700 злотых. Не, ну туалеты, да. Недорого, Вот туалеты 500, недорого. 700 есть за 800 злотых. Разные. Они все какие-то одинаковые, если честно. Особо я разницы прямо в них не вижу, но цена приемлемая. А вот кнопочки Вау. для инсталляции. Вот смотрите, кнопочки симпотные, да, тоже? Еще столько же в туалет стоит. Еще столько же, как туалет стоит, Влад говорит. 300-200 злотых. Ну вот есть Ну, подешевле, есть за 100. Разные такие, да. Вот. Ну, за 100, конечно, сразу видно, что оно дешевле. Ну вот, симпатичные тоже. Такие, не знаю даже. Они все симпотные. Но надо точно под цвет унитаза брать Главное, кнопку. только не глянцевые вот такие вот. потому что Это, ты замучаешься это мыть стиль вот дорого-богато, золото, ты ничего не понимаешь. Надо золотой унитаз тогда ставить. А здесь есть золотой унитаз. Влад, золотой унитаз надо найти точно. Водичку Гигиенический душ, да. Ну, туда. сколько Да, он? 500 именно злотых. 500 злотых, и все, выкрутил, Ну да. горячая, холодная Да, вода. 500 злотых. Ну, надо, чтобы Нормальная биде не сумма. ставить, чтобы зачем Не, биде, биде да, надо? место занимает.
500 злотых. Короче, золотой унитаз я не нашла. Ну, ладно, будем ставить тогда белый. Посмотрим сейчас раковины. Раковины, умывальники. Я люблю, хочу, чтобы умывальник стоял на столешнице, как чаша. Вот. Скорее всего так. Ну, не знаю, либо углубим его и будет именно вставлен в столешницу. Пока не знаю. Мне так и так нравится, смотря какой дизайн. Ну, типа вот такого я имею в виду. Либо вставим в столешницу вот так вот, либо будет сверху, как чаша, стоять. Вот. Но будет явно, наверное, белая. Вот это симпатично смотрится. Мне нравится такая. 400 злотых. Ну вот в среднем 400-500 злотых раковина. Ванны. Конечно, отдельно стоящая ванная – это моя мечта. Я не знаю, может быть, мы поставим отдельно стоящую ванну. Вот так вот у стеночки. Я прям мечтаю. Мы в доме такую в Беларуси, когда дом строили, планировали поставить. Уже даже покупали отдельно стоящий вот такой вот, видите, от пола. Отдельно стоящий смеситель. Вот. Так что посмотрим. Мне нравится такая ванна. Все, конечно, будет исходить от бюджета. Отдельно стоящая ванная явно дороже, чем обычная ванна. Как это вообще Вот работает? возмущаются, говорит, что Я неудобно. говорю, неудобно. Вот Так, ванна поддержите, сидеть. пожалуйста, меня в комментариях. Мы Кто голосует за такую ванную нам на второй этаж, а кто голосует вот за такую обычную? Вот, кого будет больше, такую ванную поставим. Согласен? Здесь Согласен? хотя бы как-то сидишь. Ну, я уже молчу о цене, конечно. Короче, давайте голосуйте, а мы посмотрим. Я за такую, а Влад за такую. Посмотрим, кто из вас, большинство кого будет. Вот такие ванны, например, стоят 500 злотых, 600. Есть даже за 300 злотых. Ну, за 300 это совсем, наверное, будет дешевая. Вот, но в среднем 500-600. Вот говорит, зайди в душ. Первый этаж, кабинка 90 на 90. Вот Да. ты заходишь, Ну, здесь заходи в умывальничек душ, маленький. заходи. Только вот это вот не про нас с нашим ростом. Да, Нам с нашим будет ростом, да. душ тропический сверху делать. Это Влад смотрит душ на первый этаж, в эту маленькую комнатушку 90 на 90. И типа вот здесь вот прямо рядом поставить туалет, унитаз, а вот здесь в углу маленькую раковину. И вот тогда у нас все поместится на первом этаже и не придется долбить прихожую и забирать кусок квадратуры от прихожей, чтобы сделать душевую побольше. Ну, не знаю, Вон, пол посмотрим. 195. Ты Мне просто кажется, зайди, посмотри. мне кажется, как будто у нас, я сейчас точно не помню, но как будто у нас помещение уже как вот эта душевая маленькая Так совсем. тебе просто кажется, а я относительно может. плана просто беру. И в плане есть место там, если не относительно плана. Ну, вот так душевая И вот здесь стоит туалет. удобная. Вот здесь маленький умывальник, совсем маленький, да, он неудобный, он вот такой будет. Вот. Унитаз. Все, по-моему, все ж поняли, что не этот именно, я просто все. Ну вот да. так вот, здесь 30 Не, ну главное, что сантиметров там места. есть как развернуться Ну, место, да. Помыться есть, руки помыть есть, дела поделать есть. И у нас Да. личная своя душевая. Снизу мы не трогаем детей вообще. Дети на втором этаже спокойно живут, у них отделено все. Это отдельная ванна, отдельно туалет у них есть. Все, что еще хотеть в этой жизни? Что еще хотеть от этой жизни? Отселить просто детей от нас нужно. Вот и все. И счастье полные штаны. Цена этой кабинки 1000 злотых. Это размеры, видишь, разные есть. Есть даже маленькие, но 80 на 80 совсем маленькие. 90 на ну, 90 тысячи злотых. Да, она и есть. А это чем отличается? Здесь это вообще, смотри, она точно такая же, вот это вот, посмотри, но стоит 2300 злотых. И Ну, тоже 90 на 90. Ты вот здесь вот, когда берешь, здесь толще стекло, оно не шатается. А, видишь? ну надо нам Он такое, стоит, значит, конечно. чтобы не А это шаталось. вот. Ну, сейчас А, развалится. шатается. Ну да, нам надо точно Нет, вот это подороже нам нужно. что-то. Да. Ну вот это хорошее, кстати, затемненное, прикольно Ну, смотрится. красиво, прикольно, ну. Да. Вот тебе с дверкой сразу же, чик. Заходи в душ. Здесь плотненько. Даже Влад со своими плечами туда влез. Ну. 100 килограмм. Всё, ладно, я диаметра, пошла. помещаюсь. Вот с таким поддоном я не люблю вот душевые. Вот эта душевая с поддоном, она что-то стоит, блин, 1200 злотых, слушай.
А это 1700, вот это, например, квадратная. Но нам квадратную, если ставить на первый этаж, Влад смотрел по нашим квадратам, Не она получится никак. не получится никак. Да. И что, ты закрыл, а вот сюда проходит вода? А, нет. Это ручка, зайка. А, это ручка, Она господи. на магнитике, вот это классно. А, на Штука, магните. да. Очень удобно. Ну, И прикольно, всё, и кстати, по-моему, да. Кстати, прикольно, реально. А ручку, слушай, ну класс. Мне нравится, я хочу такую. Только не квадратную тогда, а как та форма. Ну ладно, идем посмотрим еще дальше. Маленькие умывальнички Влад нашел для нашей мини-мини душевой. Сколько у нас умывальник должен быть? У нас очень маленький, у нас там 35 сантиметров всего лишь. А это сколько? Это 40. Этот умывальник 40 Так. сантиметров. Так, а если будет 30 сантиметров, во-первых, они 35 могут не на 5, существовать, наверное, а во-вторых, Ну, мы там даже смотрели в руки не интернете. помоешь. Ну тогда душ. Ты свои руки будешь мыть и всю Я воду не против, расплескаешь по полу. Это мне. маленький, я согласен. Но душ тогда можем без душа на большой умывальник. 300 золотых. Это с тумбочкой уже 300? Да? А, нет. С тумбочкой 400. Ну тумбочку класс А, такой нет, обязательно. Шафка, тумбочка тоже 300, сколько? а сам умывальник 400 идет, получается. Всё, аккуратненько. Что-то какой-то дорогой умывальник, если честно. По цене унитаза. Нет, что, нормально цена. А на втором этаже мы хотим 2 умывальника, да, поставить? Опять мы. Ну да, мы же семья, мы же команда. 2 умывальника, вот смотри, ты хочешь 2 умывальника отдельных или один цельный, вот как здесь, например, смотрите, один умывальник, но с 2 смесителями, то есть это типа как 2 умывальника, но один поддон. Либо вот такие, вот типа как тут 2 отдельных умывальника. Ты вот как тебе больше нравится? А? Я не знаю, я этот момент прощелкал, когда я очень сильно хочу 2 умывальника. Вот это я как-то А, ты прощелкал, да? забыл про это совсем. А. Я подумал, ну, Ну, здесь получается, что у нас? Что почем? 600 злотых у нас стоит вот эта тумбочка. 600 злотых. Ну, с нет, доводчиками. ну, идет. прикольно. Вот это, например, поменьше будет 500 злотых тумбочка. Умывалка вот эта будет стоить 330 злотых. Ну, интересно, да? Ну, наши дети просто поругаются. Будут умываться вдвоем, будут толкать друг друга. А когда отдельный умывальник, то хотя бы ты сможешь разобраться, кто запачкал умывальник, понимаешь? Кто запачкал, тот и моет. Ну, вот А такое тут все точно будут нет. друг на друга Потому спихивать. что вода очень Не, ну такое, да, такая не. белая, знаешь. Как Не, потом черный оставляют вот на цвет заводе. вообще не убрать, потому что он такой марки, это ужас какой-то. Ну, да, Вот этот, смотри, какой вот такой. этот классный бы нам бы, да? Э, Мне нравится. Шафка 500. Что такая дорогая, я не понимаю. Как она открывается? Зависает. Опа. Шафка с одной шуфляткой 560 злотых. Ну, кошмар. А умывалка, Умывальник. умывалка 240. А Это, наверное, 130 это смеситель, да. Ну, они все, умывальники вот эти вот, они все примерно по такой цене. Здесь, Не, видите, ну, вот мало. такой, Вот это уже 2 лучше. ну, получится, 2, да, 750. А вот, например, пенал рядом такой поставить 600. Еще по цене такой тумбочки. Но пенал точно, ну какой-то мы будем не пенал, наверное, ставить, а может быть как, стеклянный как будто, да? может у нас будет шкафчик, я не знаю, встроенный вместе со стиралкой, Полочка да? такая, еще 100 злотых. Такая. Не, возможно, не пенал будем ставить, а у нас будет шкаф побольше, и в нем будет встроена стиралка, сушилка, и уже там будут полки для всяких баночек, наверное, так, чтобы не было куча-куча мебели. Смесители. Мне нравится белый вариант. У нас мы в Беларуси снимали дом, арендовывали, и там были белые такие, мне очень понравилось. Цена 350 злотых. Ну, получается, да, либо белый по практичности, либо вот такой вот. Черный нет. Все это вот стирается. У нас была практика. А, это Black Week. Беленькая. Мне нравится беленькая. Вот, так что будем беленькую брать. Пошел лакшери вариант. Ой, За золотая. За Тебе нравится 500 золотая? злотых нет. Ну, я бы не хотел. Я не больше знаю золотого. вообще, кто ставит себе золотое. Это так смотрится как-то, не знаю, странно. Вот белый вариант этот, да? Это мне нравится. До 200 есть Тропические маленькие, души. больше. Круглый, квадратный. Ну, Есть за 70, есть за 90, за 120. В общем, Вот 100 это вот, злотых в среднем чтобы стоимость. убрать вот эту трубку, чтобы ее не было, она съедает место Да, немножко. мы не еще хотим больше. ставить такую трубку. У нас Да, будет спрятать. просто
в потолке, да? Просто Да, в потолке тропический это душ. все выходы в стенки. А эти сделаны. выходы в стенки, Зачем? да. Теперь покажем вам варианты уже готовых санузлов, как это выглядит Вот размер. по дизайну и, да, мы расскажем по размерам. Вот ванная, 7 квадратных метров, выглядит вот таким вот образом. Можете по дизайну себе приценить, как это все смотрится симпатично, да? Вот я люблю такую плитку однотонную, но как же это красиво смотрится. Так, здесь у нас почти 8 квадратных метров ванная. Вот, смотри, это что-то нейтральное, кстати, по ванне. Я хочу отдельно стоящую ванну, а ты хочешь обычную. Смотри, здесь вариант что-то между отдельно стоящей и обычной, да? Вот такой вариант. Такой имею в виду. Тебе нравится такой вариант? Такой имел в виду, да. Все, мне тоже, Средний. просто я имею в виду не квадратные вот такие ванные, мне такие не нравятся, а вот такая вот, ну вот симпотная. Вот такая мне нравится. А вот эти штуки мы будем ставить из стенки тоже, Влад? Ну да, я бы хотел бы так. Ванна стоит Вот это так. 4,5 Смотрите, тысячи как злотых. красиво. 4000? Половина. 4500 злотых. Ну, симпатично как смотрится, да. У нас примерно на втором этаже примерно такого размера и есть, кстати. 6 квадратов с чем-то. Это Да. 8 почти. А, вот там, значит, 6. Вот там. А, вот, 6 квадратов. Покажи, пожалуйста, отойди. Отойди. 6 квадратов. У нас тоже там примерно 6 квадратных метров. С двумя умывальниками. Вот будет примерно такое помещение по масштабу смотрится. Вот 2 умывальника, как я хочу. Туалет, ванная. Без душевой кабины. Колонна это У прикольно нас смотрится. предназначена, да, душевая кабина, но мы не будем Мы ставить. можем тоже сделать колонну. Нам нужно будет прятать. Кстати, потому что красиво, в да. туалете вот эту вот И она с инсталляцию подсветкой идет, саму. да? Ну это сам выводишь уже, если хочешь Да, она- ледовскую подсветку Она ставить катается, сбоку. смотри. Включение. Ой, симпатично смотрится, да, с Симпатично. подсветкой. Кстати, как вариант, можно Да, и себе тогда на заметку просто взять Мы дизайн. сделали в своем доме вот так вот и зашили. А можно полностью. А где стиралка? Мы же на втором этаже сюда стиралку еще должны впихнуть с сушилкой. Ну, значит, один умывальник. Вот там, где У нас с левой цветок. стороны Нет, будет. там, где цветок. А у Видишь, нас там какой не- кусок остается, например. И здесь можно поставить Можно, шкаф да, со стиралкой, там, например. Да. Ну, то есть поместится все реально. Ну как тут? Смотрюсь я? Все. Села, Всё. посидела. Очень удобно. Мне ванная нравится вот с этими штуками, классно. Очень. Ребристые? Угу. Оно как-то необычно смотрится. Смотри, какой змеевик, Такой кстати, змеевичок, необычный. кстати, прикольный, я такого не видел. Ну, А, это типа знаешь носок что? повесить сюда на Мне мелочи. еще нравится идея, как здесь. Здесь не из стены идут эти Ну. штуки, а отсюда, да, например? Ну, это то съедается Такая место. полка. Съедается место. Тогда да. полку Ну, делается, смотрится да. тоже интересно. Можно просто свечи поставить здесь. вот. Угу. А тут у нас рай из карнизов. Карнизы почем хотя бы примерно так? Давай, Влад, рассказывай нам, почем здесь карнизы. Вот ценник на карнизы. Вот берем просто Длина. первый. Ну, это скидки, вот без скидок. Ну, 100 злотых средний. В среднем 100 злотых. За карниз уже со всеми 160, штуками, входящими в да. него. Этими. Разные есть и цвета, и вообще. Ходят эти все держатели. Да. Но это будет пластик больше такой, там больше под... Но мы, например, карниз на первом этаже в зале металл, ставить не извините. будем. У нас будет шторы спрятаны в потолке, Я да? вообще эти карнизы не Это люблю, уже, не мне нравится. кажется, Мне прошлый то ли не век шторы, карниз. такие пылесборники. Мы просто показываем вам. Лучше немножечко, знаете, добавить денег и спрятать карниз как бы в потолке, Да. чем вот это все. Давай. Обои в спальне. Мы не планируем обои, по крайней мере в зале точно. Возможно, в детских комнатах и то только там одна стенка, стена например, максимум, да. чтобы выделить ее, чтобы было симпатично. Потому что обои где-то дети поцарапали, порисовали, Адриана у нас может запросто, и это придется менять. А стенку можно просто помыть, поэтому обои нет. Но мы вам покажем. Давай посмотрим, какие нам цветастые нам не нравятся. Я, в принципе, в Польше, наверное, первый раз вижу за 4 года обои. Мне Давай кажется, вот, что здесь что-то никто не такое делает обои. нейтральное покажем. Такое. Ну, меня сними. Тебя снимаю, извините. А вот так. 70 злотых за штуку. А в штуке у нас сколько получается? 10 метров, наверное, будет стандартный. В штуке у Надо нас предположить. 5. 5 метров? Нет, 10 метров, да, 10 метров. 10. Вот.
70 злотых. Давай дальше посмотрим. Здесь вот эти, например, ой, они такие неприятные на ощупь, 80 злотых. Не бумажка Цветастые, просто. типа райский рай, Малибу, Бали, Бали, Мальдивы и все дела. 80 злотых за штуку. На какую-то комнату, например, да, надо сколько? Ну, Смотри, сколько квадратов. Ну, нет, если ну 10 понятно, квадратов, что сколько это... квадратов. Но не явно смешно. там минимум штук 5-6 понадобится, а тут 81. Ну вот и представьте, сколько денег, чтобы обклеить комнату. Мне кажется, за эти деньги можно банку 10-литровую краски купить, да, и покрасить комнату просто. Ну, смотрится как-то живее, мне кажется, под краску. Каждому свое, конечно. Да. Раньше под обои делали, у нас тоже многие под обои делают. Поэтому мы Больше за как-то краску. мне- Кто тоже за краску? А вот смотри, какие обои прикольные. Это какие-то типа, наверное, фотообои, как холст такой, смотри. Холст. А, не, они подклеиваются, вот. Ну, просто если удачно поклеить, Но эти то уже подороже, здорово. видишь, они идут по 200 злотых. ну, эти за- прикольные. 200 злотых за штуку, получается. 200, И 300, можно, да. это чтобы сделать вот такой вот рисунок. Это вот как раз, чтобы, например, в детской сделать одну стенку акцентную. Вот можно взять. Ну вот такую, отойди немножко, я так сниму, покажу, что, можно взять что вот получается. такую- Если руки растут из правильного места и умеешь клеить обои, то вот так получится красиво. Вот в детской комнате, например, можно одну вот так стенку поклеить. То есть здесь прям целый рисунок делается. Или вот так. Вот. Как бы одну стенку, да, но не всю комнату точно. Владу нравится вот такое вот. Мне тоже. Ну, я очень хочу. Кокон. Наш дом на улице, да, кокон. Может быть, не принципиально такой, это просто я взял посмотреть, На улицу, но он да. очень классно сидит. ты Удобно? так расслабляешься, да. Сколько стоит? Сейчас скидка, кстати. Сейчас 800 злотых, а так 1000 почти 200. Классно, это очень удобно. Дети бы здесь без 100% нравились бы. Надо два, Да, пожалуйста. надо 2 кокона, значит, точно. Ну что, наша мини-экскурсия по Леруа Мерлен закончилась. Напишите в комментариях, как вам вообще цены. Дорого, нормально, бюджетно. Может, что-то вы нам посоветуете, куда еще можно пойти посмотреть для ремонта, где что продается. Может, вам Леруа Мерлен не очень нравится, и вы рекомендуете нам что-то другое, в другом месте все присматривать, покупать. Поэтому жду ваши комментарии и до новых встреч. Всем пока-пока.